Ее зовут Оливия Моррелл. Она единственный рейнджер в заповеднике Саби-Сенс в Южная Африка. Оливия живет одна в маленьком деревянном домике рядом с заповедником посреди дикой природы. Хотя работа рейнджера тяжелая, она помогает. Оливия тесно связана с каждым живущим здесь существом. В деревянном доме она готовила, ухаживала за садом и записывала свои ежедневные наблюдения. Она не только рейнджер, но и мать для животных, которых спасла. Одним мирным утром Оливия, как обычно, проснулась рано, чтобы подготовиться к началу нового дня. На маленькой кухне Оливия готовила завтрак из яиц и тостов. Внезапно из-за двери донесся странный звук. Тихий мяукающий звук, похожий на слабое кошачье мяуканье. Оливия обернулась, и ее сердце учащенно забилось, когда она увидела самку леопарда, стоящую на крыльце. Мать-леопардиха держала в зубах потерявшего сознание детеныша, умоляюще глядя на Оливию. Она медленно направилась к двери. Взгляд матери леопарда и тяжелое дыхание растрогали ее. Мать-леопардиха опустила своего детеныша на землю, затем отступила на несколько шагов назад. Ее глаза умоляли женщину о помощи. В этот момент Оливия почувствовала материнский инстинкт и доверие между человеком и дикой природой. Произошла встреча. Оливия осторожно опустилась на колени, дрожащими руками прикоснувшись к неподвижному тельцу детеныша. Она проверила сердцебиение, затем приложила ухо к слабому дыханию маленького зверька перед ней. Самка леопарда оставалась поблизости, не убегая и не нападая, а просто наблюдая за каждым движением Оливии. Без колебаний Оливия подняла детеныша, прижала его к груди и открыла дверь, чтобы войти в дом. Она тихо заговорила с матерью, леопардом, как бы заверяя ее, что сделает все возможное, чтобы спасти эту маленькую жизнь. Мать-леопард не ушла, но, сделав несколько шагов, села в дверном проеме, не мигая, наблюдая за происходящим. Оливия положила медвежонка на обеденный стол и накрыла чистым полотенцем крошечное задыхающееся тельце. Она взяла с верхней полки аптечку первой помощи и порылась в необходимых предметах, таких как иглы, лекарства и бинты. Воздух на кухне стал тихо, если не считать тяжелого дыхания матери леопарда снаружи. Оливия выглянула в окно. Ее мать все еще ждала. В ее глазах читались надежда и беспокойство. Оливия продезинфицировала маленькую ранку на лапке детеныша, затем с помощью шприца ввела лекарство для реанимации. Она ввела умеренную дозу препарата в голень, не разжимая рук, чтобы не причинить еще большей боли. Медвежонок почти не реагировал, но его дыхание стало более ровным. Оливия взяла теплое полотенце и стерла засохшую грязь с шерстки маленького пула Дота. Она положила ему на лоб тряпку, поддерживая стабильную температуру и предотвращая тепловой удар. Ее руки не отрывались от тела леопарда. Каждый удар сердца, каждый вздох были под пристальным наблюдением. Мать-леопардиха уже вошла и стояла в нескольких шагах от стола, не издавая ни звука. Оливия прошептала: «Давай, детка, не сдавайся, вставай, твоя мама ждет». Она смешала тоник и капнула несколько капель в рот детеныша леопарда, чтобы помочь ему быстрее проснуться. Прошло почти полчаса. В напряженной и душной атмосфере Оливия оставалась спокойной и настойчивой. Она взяла сгущенное молоко, налила его в бутылочку и приготовила мягкий шприц, чтобы понемногу кормить его. Затем, через некоторое время, волчонок тихо вздохнул. Его уши слегка дернулись. Оливия улыбнулась, понимая, что опасность миновала, что жизнь спасена в самый последний момент. Мать-леопард придвинулась ближе, обнюхала своего детеныша и любовно лизнула его в макушку. Около в этот момент в деревянной кухне все трое сидели молча, как одна семья. Выпив еще немного молока,
Медвежонок начал шевелиться и издавать слабые крики. Оливия погладила его по голове и улыбнулась, увидев, как его изумленные глаза медленно открываются. Мать-леопард придвинулась ближе и нежно лизнула лицо своего детеныша, отчего тот заплакал и прижался к ней. Оливия осторожно открыла заднюю дверь, позволяя матери и детенышу леопарда выйти в пышный зеленый сад. Она принесла очень тонкое одеяло и расстелила его на траве, чтобы ее ребенок мог отдохнуть нежным утренним утром солнца. Детеныш леопарда сделал несколько маленьких шагов, затем упал на траву. Мать леопардиха посмотрела вниз. Оливия тихо рассмеялась, затем подошла и нежно погладила детеныша по спине, словно играя с домашним животным. Все утро они втроем провели в саду под бледно-желтым солнцем сухого сезона. Львенок постепенно осмелел, попытался запрыгнуть Оливии на колени, легонько почесался и потерся мордочкой о ее руку. Этот момент умиротворения между природой и доверием – величайшая награда для рейнджера. Мать леопардиха начала прогуливаться по саду, как будто проверяя обстановку, прежде чем улечься отдохнуть. Оливия поставила миску с молоком рядом с детенышем. Он спокойно вылизал ее дочисто и затем заснул на руках у матери. Она сделала несколько фотографий на память, но не для того, чтобы похвастаться, а чтобы сохранить их как личные воспоминания. В мягком солнечном свете тени 3 существ отпечатывались на земле как живая картина. Это день, когда природа и человек становятся единым целым, без преград и страха. В тот день Оливия принесла в сад немного мяса и фруктов для матери и детеныша леопарда. Она присела рядом с ними и погладила их нежно, как будто нежно прощаясь. Мать-леопард ела медленно, пока ее детеныши ели, прижавшись к ее ногам. После трапезы мать-леопард встала, посмотрела на Оливию, а затем повернула голову в сторону далекого леса. Волчонок тоже встал, обернулся, чтобы взглянуть на нее в последний раз, а затем без колебаний побежал за матерью. Оливия смотрела, как фигуры матери и ребенка исчезают за лесом в бледном солнечном свете. Она не остановила это, просто улыбнулась, потому что знала, что природе нужно быть свободной, чтобы вернуться в дикую природу. Хотя она и сожалела об этом, она поняла, что любовь нужно не хранить, а лелеять, а затем отпустить. Вернувшись на кухню, она убрала со стола, чувствуя легкость на сердце после такого эмоционального утра. Еще одно воспоминание, сохранившееся в моем сердце, это время, когда я была матерью, а не природой. Неделю спустя Оливия, как обычно, патрулировала главную дорогу заповедника. Было еще рано, бледный солнечный свет пробивался сквозь кроны деревьев, отбрасывая тени на сухую желтую землю. Она подняла бинокль и посмотрела на стадо антилоп, пасущихся вдалеке за небольшим ручьем. Внезапно машина остановилась. Она остановилась посреди дороги, когда перед ней неожиданно появилась самка леопарда. Оливия сразу поняла, что это ее мать. Она никогда не сможет забыть этот взгляд, этот мех. За матерью леопардихой следует детеныш леопарда, который теперь здоров и ходит уверенно. Они оба не выказывали страха, просто стояли и смотрели на машину, как будто хотели что-то сказать. Оливия заглушила двигатель, открыла дверцу машины и медленно вышла на мягкий утренний свет. Она тихо позвала их по именам, хотя знала, что никогда не давала имен этим 2 созданиям. То мать леопардиха не отступила. Детеныши приблизились, и пропасть между человеком и дикой природой снова сократилась. Оливия опустилась на колени и вытянула руки перед собой, словно приветствуя 2 особых гостей в дикой местности. Детеныш приблизился и потерся головой о ее руку. Привычный жест после многодневной разлуки. Мать-леопард медленно подошла к своему ребенку, встала рядом с ним и посмотрела на Оливию уже не так настороженно, как в первый раз.
Она нежно погладила детеныша леопарда по голове, тепло улыбаясь в лучах яркого солнечного света на лугу. Мать леопардиха склонила голову, сделав шаг вперед, чтобы нежно коснуться его шеи. Этот краткий миг был подобен воссоединению трех душ, которым не нужен был язык, чтобы понять друг друга. Оливия прошептала: «Спасибо, что доверилась мне и вернулась повидаться». Медвежонок сидел у ее ног, подняв голову, чтобы его погладили, как избалованного котенка. Дул легкий ветерок, делая атмосферу еще более приятной, как будто природа улыбалась. Дневной патруль не оставил следов животных, но захватил кое-что более ценное. Оливия вернулась, неся с собой радость и глубокую благодарность за это соединение. Она записала эту историю в свой блокнот, как много прекрасных воспоминаний, которые произошли здесь. Для нее нет ничего счастливее, чем быть принятой природой и доверять ей. С тех пор каждое утро она все еще надеется снова увидеть мать и детеныша леопарда на опушке леса. И хотя она больше никогда его не видела, она сохранила это воспоминание как священный дар своей жизни лесничего. Дорогой друг, спасибо, что нашли время следить за сюжетом. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.